Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова за последнюю неделю. На этой неделе Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым совершила ряд добрых и благородных дел по улучшению социального уровня жизни пенсионеров Российской Федерации. В частности, в городах Орле, Ижевске и Липецке были открыты бесплатные столовые для пенсионеров всех категорий. Начиная с завтрашнего дня все пенсионеры, проживающие в данных населенных пунктах, могут полностью бесплатно посетить данные столовые и позавтракать, пообедать или поужинать в данных заведениях. Оценочная стоимость каждого приема пищи составляет от 500 до 700 рублей, однако для пенсионеров она будет полностью бесплатной. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, примерное меню каждого приема пищи включает в себя следующие продукты. Первое – суп, борщ или щи. Второе – различные гарниры, каши, рыбные и мясные блюда, десерты, фрукты и овощи, а также различные напитки, включая компот, кисель или же кислородный коктейль. Помимо ниже перечисленного, любой пенсионер может заказать себе дополнительный напиток – кофе или лечебный чай. Помимо этого, в городах Магнитогорске и Ульяновске были открыты бесплатные магазины модной одежды для пенсионеров. Любой человек почтенного возраста, который является пенсионером, раз в неделю может получить в данном магазине бесплатную одежду. Помимо этого, в данных заведениях предусмотрена возможность обмена старой одежды на новую, что даст возможность любому пенсионеру избавиться от старых вещей, а взамен получить новые вещи. Глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков заявил, что если данные нововведения понравятся пенсионерам, то подобные заведения будут открываться и в других городах. На этой неделе антикоррупционному комитету Никиты Михалкова удалось добиться большой победы в финансовой справедливости среди российского общества. С третьей попытки было принято предложение антикоррупционного комитета уменьшить зарплату депутатам, чиновникам, министрам на 40%. Руководство организации Никита Михалков и Андрей Ремович Белоусов назвали это колоссальной победой антикоррупционного комитета. Как лично заявил глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков, главная задача организации – сделать зарплаты депутатов, чиновников и министров соизмеримыми с зарплатами простых жителей Российской Федерации, чтобы они не отличались друг от друга колоссальными суммами. Сегодня утром в Центральном суде города Москвы прошло первое судебное заседание в отношении матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой и известной российской телеведущей и врача-терапевта Елены Васильевны Малышевой. Данные субъекты до судебного заседания долгое время находились в женском следственном изоляторе города Москвы по обвинениям различных категорий, среди которых ведение незаконной коммерческой деятельности на территории России и ближнего зарубежья, получение крупных взяток, злоупотребление своим должностным обязанностям и длительная неуплата налогов. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, в связи с большим количеством обвинений, судебные заседания с участием Людмилы Нарусовой и Елены Малышевой продлятся минимум до октября текущего года. Накануне в Норвегии, в городе Осло, известный пародист Максим Александрович Галкин был оштрафован на 50 тысяч евро за срыв концерта. Стало известно, что Максим Галкин, получив полную сумму за предстоящий концерт, опоздал на музыкальное мероприятие на 3 часа, в результате чего практически все зрители уже покинули данное мероприятие. Максиму Галкину придется выплатить штраф 50 тысяч евро, а также компенсацию всем зрителям, которые не попали на данный концерт. На этой неделе прошли масштабные обыски во всей недвижимости, в
включая виллы, особняки и квартиры бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, который на данный момент находится в следственном изоляторе города Москвы по нескольким обвинениям, включая финансовое мошенничество, получение крупных денежных взяток и поставка некачественного оборудования в зону спецоперации. Обыски, которые коснулись недвижимости Сергея Шойгу, дали ошеломляющие результаты. В недвижимости, которые раньше принадлежали бывшему министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу, его дочерям и зятю известному блогеру и спортсмену Алексею Столярову, было обнаружено имущество и финансовые счета на общую сумму почти 500 миллионов долларов. Как заявили представители антикоррупционного комитета и начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин, все эти колоссальные финансовые счета были заработаны за счет поставки некачественного оборудования в зону спецоперации. По словам пресс-службы Организации по борьбе с преступностью и коррупцией, Сергей Шойгу оказался самым коррумпированным и богатым чиновником Российской Федерации за последние годы. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько криминальных и печальных новостей из мира российского шоу-бизнеса. Известный советский и российский музыкант, певец и композитор Аркадий Укупник стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. Чрезвычайное событие произошло накануне вечером в Санкт-Петербурге. Аркадий Укупник возвращался с музыкальной репетиции и стал жертвой наезда автомобиля. На данный момент известный артист находится в реанимации больницы Санкт-Петербурга. В городе Владивостоке разбойному нападению с целью ограбления подверглась шестикомнатная квартира музыкального продюсера группы «Нана» Барри Алибасова. Из квартиры были похищены ценные вещи и наличные финансовые средства на сумму почти 100 миллионов рублей. Буквально несколько часов назад поступила трагическая новость из мира российского шоу-бизнеса. Накануне вечером в Австралии в районе города Мельбурн трагически погиб молодой российский певец и лидер музыкальной группы Евгений Расторгуев во время отдыха вместе со своей семьей и супругой. Евгений Расторгуев являлся родным старшим сыном от первого брака известного советского и российского музыканта, лидера музыкальной группы Любэ Николая Расторгуева. Смерть российского музыканта Евгения Расторгуева оказалась трагичной. Вместе с супругой он погиб в результате нападения крокодила, которые в большом количестве обитают в данном населенном пункте. Стало известно, что трагедия произошла на берегу водоема во время записи нового музыкального клипа. Сын Николая Расторгуева и его супруга не заметили приближения хищника и стали жертвой трагедии. К слову сказать, что сам Николай Расторгуев до недавнего времени являлся членом антикоррупционного комитета, однако в связи с чрезвычайными ситуациями был исключен из организации. К слову сказать, что у Николая Расторгуева трое сыновей – Павел, Николай и Евгений, который трагически погиб. Николай Расторгуев, узнав о чрезвычайной ситуации, срочно вылетел к месту происшествия. В эти дни проходит День памяти легендарного советского актера Владимира Басова. Владимиру Павловичу Басову мог бы исполниться 101 год. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.